Привет! Меня зовут Лена, и это канал магазина kuga-самокат.ру, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. Это один из самых резвых и самых неукротимых электросамокатов Kuga, который многим пришелся по вкусу, благодаря хорошему сочетанию цены и качества, благодаря хорошей подвеске и проходимости и благодаря относительно небольшому весу. Но теперь этот самокат стал еще лучше. Встречайте! Новый Kuga Kirin G2 Pro. Новая версия стала еще компактнее и еще комфортнее, при этом сохранив свои основные технические характеристики. Мощность на новом моторе, который по-прежнему располагается в заднем колесе, нигде не указана, но предполагается, что она осталась прежней – 1000 Вт. Впрочем, важнее то, до какой максимальной скорости разгоняется самокат и как быстро он это делает. Производитель указывает, что максимальная скорость 50 км в час. Но мы, как всегда, все перепроверим и расскажем, что у нас получилось на самом деле. Аккумулятор тоже остался прежним – 15 ампер-часов с номинальным напряжением 48 вольт. Максимальный пробег на одном заряде – 45 километров. Если не сильно гонять, то похоже на правду. На этом из старого практически все. Изменилась рама, изменилась подвеска, изменились колеса. Теперь покрышки диаметром 8,5 дюймов и шириной 7 см, с универсальной резиной, выпуклой, как на М4 Pro и G1. Такая резина позволит лучше входить в повороты и маневрировать между пешеходов. А мы обязательно проверим, как новые колеса сказались на ходовых качествах. Подвеска стала ближе к тому, что есть на G1. Вместо эластомеров теперь маятниковая подвеска с пружинными амортизаторами и спереди, и сзади. Клиренс около 10 сантиметров. Вообще самокат довольно высокий – 15 сантиметров, но весь кайф портит подставка, которая располагается прямо посередине и выступает значительно ниже батарейного отсека. К счастью, благодаря упругой подвеске самокат довольно прыгучий, так что опытным райдерам подставка вряд ли помешает. Тормоза дисковые, механические, спереди и сзади. Рекуперация, судя по всему, отсутствует. Деку покрывает противоскользящее резиновое покрытие, за которым легко ухаживать. Сама дека стала чуть уже – 15,5 см. В длину – 47 см без учета крепления откосов рулевой. Такой длины вполне хватает для активной езды, но для большего удобства в задней части есть специальная подножка. А для любителей ездить сидя теперь появилась возможность крепления сиденья. И само сиденье продается в комплекте с самокатом. Крепление мощное, штырь сидушки надежно фиксируется и не должен проваливаться вниз по ходу движения. Сама сидушка широкая и мягкая. При этом платформа для крепления легко демонтируется с деки, в отличие, например, от М4 Pro. Правда, в поверхности деки остаются отверстия, что, вероятно, не лучшим образом скажется на влагозащитных свойствах. Поскольку ездить и сидя, и стоя за одинаковой высотой руля было бы странновато, то вполне логично, что руль тут регулируется по высоте. У него есть 3 положения. В самом низком высота руля от деки составляет 93 см, в самом высоком – 105. Регулируется высота руля быстро и без особых усилий. Также легко и быстро складывается и вся рулевая стойка. Для того, чтобы ее сложить, нужно приподнять фиксатор и отогнуть зажим. Если стойку не придерживать, она начинает падать, так что берегите голову. Ну и как оказалось, зафиксировать стойку за специальное крепление на подножке можно только в самом высоком положении руля, а катались мы на среднем. Рукоятки руля, к сожалению, не складываются. Руль при этом шириной 60 см. И из-за довольно высокой передней части в сложенном положении G2 поместится не во всякий седан, только если на заднее сиденье. Зато весит Kuga Kirin G2 Pro всего 27,5 кг, а без сиденья и вовсе 24, что даже легче, чем было раньше. Несколько поменялось и оснащение на руле. Изменились сами рукоятки руля. Теперь они более эргономичные.
На фотографиях можно увидеть модели с ярко-красными рукоятками, но нам попалась модель с чисто черными грипсами. Остался знакомый многим вольтметр с ключом, так сказать, зажигания. Включается самокат кнопкой на правой стороне руля, под курком газа. Кстати, нажимается он удивительно плавно и без залипаний. Посередине большой дисплей, отображающий кучу параметров. Заряд батареи, одометр, скорость в движении и даже расход батареи в моменте. Но, по всей видимости, что-либо настроить в таком бортовом компьютере нельзя. С левой стороны руля блок управления освещением и кнопка звукового сигнала. Передняя фара с 4 яркими диодами сохранилась от прошлой модели, но добавились еще 2 небольших белых диода в передней части батарейного отсека, 2 красных поворотника в задней части и стоп-сигнал на заднем крыле, который мигает при нажатии на тормоз. Но расположен он так, что видеть его, скорее всего, будут не окружающие вас водители, а пролетающие над вами голуби. Да и само крыло, скорее всего, не будет защищать вас от брызг. Но это еще нужно проверить. Давайте этим и займемся. Погнали! Погода в этом году как раз подходит для тестирования влагозащитных свойств самокатов. И новый Kuga Kirin G2 Pro этот тест не прошел. Брызги летят на ноги райдера. К тому же капли с крыла попадают на тормозной блок заднего колеса, что может сказаться на частоте замены тормозных колодок. В остальном тормоза на G2 Pro показали себя очень даже достойно. Поначалу сложно было привыкнуть к отсутствию рекуперации. Казалось, что самокат тормозит не так хорошо, как хотелось бы. Но потом я привыкла чуть сильнее нажимать на рукоятки тормоза, не боясь неприятных рывков вперед, какие бывают при торможении на высокой скорости с рекуперацией. Нажимаются рукоятки легко и плавно, и торможение легко контролировать, чтобы колесо не блокировалось и не стирались покрышки об асфальт. Но таких приятных ощущений хватит ненадолго. Без рекуперации колодки будут быстро стираться, и тормоза придется часто регулировать. Трогаться G2 Pro тоже наконец-то стал плавно, и в моих глазах самокат стал на порядок комфортнее и приятнее. Постоянные дергания при нажатии на курок на прошлой версии меня очень сильно утомляли. Теперь даже на 3-й скорости это не доставляет дискомфорта. А на 1-й скорости, то есть в режиме эко, самокат по динамике вообще похож на легкую прогулочную городскую модель, которую можно и подростку доверить. Максимальная скорость, до которой он смог разогнаться с нашим каскадером-оператором с весом почти 100 кг – 43 км в час. Прошлая версия, в зависимости от погоды и плотности завтрака, тоже показывала результат в диапазоне от 43 до 46 км в час. Ни одного намека на воблинг нашим операторам замечено не было. Я воблинга тоже не ощутила, но при этом поначалу чувствовала себя на самокате не совсем уверенно. G2 Pro не очень хорошо держал дорогу, приходилось напрягать руки, чтобы удержать руль, и самокат не вилял. Возможно, сказались новые покрышки, которые стали уже и более выпуклыми. Возможно, под мой вес нужно было снизить давление в шинах или отрегулировать подвеску. G2 Pro стал очень похожим на G1. Такой же упругий и пружинищий. Для моего веса порой даже чересчур. Так что, по моим субъективным ощущениям, G1 все еще уверенно удерживает планку лидерства в отношении комфорта. Хотя есть вещи, которые и у G2 Pro стали, несомненно, лучше и удобнее, чем у G1. Во-первых, конечно же, появилось сиденье. Это самое лучшее сиденье самоката из всех, на которых я до этого каталась. Шикарно и сама сидушка, и ее крепление, на котором чувствуешь себя очень уверенно и не боишься, что штырь провалится вниз. По сравнению с другими электросамокатами можно сказать, что сидишь действительно удобно, а не как цирковой медведь на детском велосипедике. И единственное, что под езду сидя, лучше отдельно настроить оснащение руля. В частности, мне захотелось опустить курок газа, потому что быстро уставал палец. И давление в переднем колесе я бы все-таки убавила. Иначе без веса руль чересчур пружинил на кочках. Еще у G2 Pro, в отличие от G1, появилась возможность фиксации руля в сложенном положении
и возможность регулировки руля по высоте. Как я уже говорила, отличный, удобный курок газа. Крылья на обоих самокатах так себе, но тут оно хотя бы не бьет по колесу. И мощная подножка, которая отлично держит самокат на любой поверхности. Да, она торчит как не пойми что, но тем не менее ни разу она ничего не зацепила ни на бордюрах, ни при подъеме по пандусам, ни тем более на лежачих полицейских. Уменьшенный диаметр колеса на ощущениях тоже особо не сказался. Подвеска легко справляется со всеми сложностями. И нет никаких люфтов, никаких посторонних шумов. Самокат катится абсолютно тихо. Сказка какая-то. Но было бы слишком хорошо, если бы я на этом закончила, не правда ли? Поэтому придется добавить ложку дегтя. Во-первых, на солнце хромает яркость дисплея. Во-вторых, электронный гудок рядом проходящих людей пугает до усрачки. А те, кто идут чуть поодаль, принимают его за автомобильный сигнал и не реагируют на него вовсе. Если слегка придираться, то длину деки хотелось бы чуть побольше. Но с другой стороны, есть металлическая подножка, которая тут действительно вполне удобная. Но самый большой минус – это его тяга. Ведь мы еще не показывали вам наш традиционный тест с горками. И тут новый G2 Pro нас немного расстроил. Меня-то он, конечно, в горку поднял, но тоже как-то не уверенно. А вот с нашим оператором G2 Pro не смог доехать даже до середины, даже с разгоном. С одной стороны, с ним в эту горку на одном моторе не смог въехать ни G1, ни G-Booster. С другой стороны, прошлая версия G2 Pro-то въезжала сюда с легкостью. Для надежности мы решили проверить его на второй нашей любимой горке. Но и тут он въехал с большим трудом. По ощущениям, честно сказать, очень похоже на Kuga M4 Pro. У него была примерно такая же тяга. Возможно, в самокате стоит новый контроллер, который дал ему плавность управления. Но это сказалось на тяге и скорости разгона. Проехал он у нас чуть больше 32 километров в довольно активном режиме и почти все время с нашим оператором. Потому что он за мной на Kuga X1 не успевал. А вот я на X1 ехала так же, как он на G2 Pro, даже чуточку быстрее. Итого, Kuga Kirin G2 Pro стал достойным, комфортным, современным электросамокатом. Этакий качественный эквивалент Kuga M4 Pro. С отличным качеством сборки, с отличным дизайном, материалами. Он мягкий, он удобный, он продуманный во многих мелочах. К нему действительно почти невозможно придраться. Но при этом он потерял ту свою резвость и тягу, которой он славился. Да, многим, и мне в том числе, он этим не нравился. Но многим он нравился именно этим. Поэтому сложно сказать, плюс это или минус. Но в целом Kuga G2 Pro получился очень крутым самокатом и многим может составить конкуренцию. На этом все. С вами была Лена и магазин Kuga Самокат. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!